Привет, интернет! Спасибо, что кликнули на это видео. Добро пожаловать на канал Леон для тебя. И если мы с вами еще не знакомы, давайте знакомиться. Меня зовут Таня, и я живу во французском Лионе ровно 3 года. У меня есть Инстаграм, на который многие из вас уже подписаны. Вот он. И относительно недавно я рассказывала вам о том, как мы с мужем ходили в мишленовский ресторан на годовщину нашей свадьбы. Это был наш лионский ресторан шефа Жереми Гальвена, награжденный 1 звездой. Он располагается на Рю дю Бœuf, это в старом городе. Я как-то уже рассказывала, что это самая звездная улица города. Здесь расположены сразу несколько ресторанов, удостоенных звезд Мишлен. Фотки нашего потрясающего ужина, состоящего из 9 блюд, я также показывала в сторис, но покажу еще раз. Вот они рядом со мной. Я повторюсь и скажу, что этот ужин был подарком моему мужу ко дню рождения. Во Франции вообще очень любят дарить не вещи, а впечатления. И поход в звездный ресторан – это как раз вот из этой серии. Сами мишленовские рестораны знают об этой традиции и предлагают сертификаты на обед или ужин, которые можно подарить. Они действуют год, и поскольку посещение мишленовского ресторана обходится минимум в 100 евро, дарители обычно покупают сертификат в складчину. В общем, именно там, в ресторане Жереми Гальвена, мне пришла в голову идея поговорить с вами о гиде Мишлен, о звездах, о том, как они присуждаются и почему каждый из нас должен хотя бы раз в жизни посетить мишленовский ресторан. Давайте вместе попытаемся найти ответы на эти непростые вопросы. Уже много лет гид Мишлен выходит строго раз в год, в строго определенный день. И список ресторанов, которые в нем упомянуты, охраняется похлеще гостайны. Во Франции гид Мишлен – это самая продаваемая книга из когда-либо выпущенных. Путеводитель выходит в 90 странах мира. И его ожидают так же, как публикации списка номинантов на Оскар. Мишлен, кстати, так и называют кулинарный Оскар. Но откуда такой ажиотаж? Давайте сделаем небольшой экскурс в историю. Братья Эдуард и Андре Мишлен родились в конце 19 века в городе Клермон-Ферран. Это, кстати, не очень далеко от Лиона, в регионе Оверни. Мы с мужем уже успели там побывать, и вот прямо сейчас вы увидите несколько кадров оттуда. Кстати, еще одним известным уроженцем этого города является знаменитый ученый Блез Паскаль. У семьи Мишлен в городе был небольшой и медленно умирающий бизнес – производство сельскохозяйственных инструментов, шлангов, приводных ремней и прочего. Так вот, в 1889 году старший брат Эдуард придумал, как улучшить конструкцию надувной шины для велосипеда, для того, чтобы ее замена и ремонт стали намного легче. Уже через 2 года на велопробеге Париж-Брест все смогли по достоинству оценить изобретение Мишлена. А предприимчивый Эдуард, поняв, что Франция становится ведущим мировым производителем автомобилей, быстро адаптировал свои шины для авто. Успех был невероятный. Уже через 5 лет 300 парижских такси ездили на шинах марки Мишлен. Вот так началась вековая история компании, штаб-квартира которой, кстати, до сих пор располагается в городе Клермон-Ферран. В 1900 году Эдуард со своим младшим братом Андре задумали выпустить гид, с помощью которого путешественники могли бы выбрать хороший отель, автомастерскую, стоянку и так далее. Путеводитель напечатали солидным в то время тиражом 35 тысяч экземпляров и бесплатно раздавали гостям Всемирной парижской выставки, которые оценили его по достоинству. Целых 20 лет путеводитель оставался бесплатным. И когда у братьев спрашивали, зачем они тратятся на его выпуск, Эдуард и Андре отвечали: благодаря этой книжице люди будут чаще путешествовать на авто и изнашивать колеса, а за новыми они приедут к нам. Но однажды, как гласит легенда, Андре Мишлен заехал на станцию техобслуживания и увидел, что его красненький гид служит подпоркой для входной двери. Такое пренебрежение братья Мишлен пережить не смогли и стали продавать свой путеводитель за 7 франков. Кстати, именно в том же 1920 году в гиде Мишлен впервые появляются рестораны. Звезды же возникают только в 1926, причем всего одна, и ее наличие означает, что прием пищи в этом ресторане может сильно ударить по карману. Лишь в 1933 году окончательно оформилась привычная нам 3-звездочная система оценки заведений. Я добавлю, что изначально гид Мишлен выпускался исключительно в красном цвете. Сегодня красным выходит только ресторанный гид. Существует еще зеленый гид, это попытка вернуться к истокам. В этих путеводителях обычно собраны самые интересные достопримечательности, и это позволяет путешественникам интересно спланировать свою поездку и отдых. Эдуард Мишлен умер в 1940 году, прожив большую и интересную жизнь. Незадолго до своей смерти он пережил личную трагедию. В 1932 и 1937 годах погибли его сыновья, один в авиа, другой в автокатастрофе. Но дело братьев Мишлен продолжало жить и набирать обороты. В 1955 году гид начинает обращать внимание на рестораны с хорошей едой и умеренными ценами. А в 1997 году вводит для них специальное обозначение – бип-гурман.
Bib – это сокращение от bibendum. Именно так зовут надувного человечка, являющегося символом Мишлен. Ну, этого такого беленького, похожего на мужчину, злоупотребляющего пивом и гамбургерами. В общем, если увидите значок с облизывающимся бибом при входе в ресторан, знайте, тут вас ждет отменная и недорогая еда, обычно не больше $40 за обед. В 2018 появился еще один значок – Assiette Michelin или тарелка Мишлен. Она указывает на то, что в данном заведении инспекторы Мишлен нашли очень вкусную и качественную еду, но стоит она дороже пресловутых $40. Что-то там такое. Для чего понадобилась новая иконка? Все просто. Создатели гида отметили, что если заведение не удостоено звезды и довольного биба, читатели часто обделяют его вниманием. При этом существует множество ресторанов, которые пока не удостоились звезды, а наградить их бибом невозможно из-за более высокой ценовой политики. Ну, вот так. В гиде Мишлен за 2020 год появилась еще одна категория – гастрономия дюрабль. Здесь отмечены заведения, придерживающиеся экологически чистой гастрономии. К ней относятся, например, безотходное производство, использование локальных продуктов и так далее. И в первую выборку попал аж 51 ресторан. Так что, если для вас вопросы экологии важны, обратите, пожалуйста, внимание на этот список. Итак, давайте еще раз посмотрим на символы Мишлен. Это звезды, сытый биб, тарелка с приборами. Их значение мы с вами уже выяснили. Теперь давайте определимся поточнее со звездами. 1 звезда – очень хорошее заведение, кухня высокого качества. 2 звезды – превосходная кухня. Ради посещения этого ресторана стоит изменить маршрут. Ну и, наконец, 3 звезды – это исключительная кухня, где присутствует авторское меню, разработанное шефами высочайшего класса. Заведение достойно отдельного путешествия. Но это не все символы, которые использует гид Мишлен. И если вы увидели на ресторане значок «Вилка и ложка», знайте, это уютный ресторан. Если вилок и ложек 5, это роскошный ресторан с приятной атмосферой. Виноградной гроздью или коктейльным бокалом отмечаются рестораны, у которых интересный набор вин или коктейльная карта. Есть еще монеты, которые указывают на то, что ресторан предлагает блюда по определенной цене. В последнем гиде Мишлен за 2020 год звездами оказались отмечены 628 ресторанов. Из них высшие награды в 3 звезды удостоились 29 заведений. И разразился огромный скандал. Дело в том, что гид Мишлен решил отобрать 1 из 3 звезд у ресторана Auberge du Pont de Collonges, основанного легендарным Полем Бокюзом. О знаменитом лионском шефе Поле Бокюзе я как-то рассказывала вам в одном из своих видео. Потомственный кулинар, ресторатор, основоположник так называемой новой кухни, Бокюз прославил французскую гастрономию и даже получил титул «Шеф-повар века». В Лионе с его именем связано множество мест, рынок высококлассных продуктов, о котором я тоже как-то упоминала, кулинарный институт, который мечтают окончить все повара в мире, несколько ресторанов в черте города, ну и, конечно, вот этот самый большой семейный ресторан в Подлеоне, который владел 3 звездами на протяжении 55 лет и был самым старым 3-звездным рестораном в мире. На самом деле слухи о том, что главный ресторан Бокюза может потерять звезду, ходили очень давно, еще при жизни Великого Поля, который, к слову, скончался 2 года назад на 92-м году жизни. Критики шептались, что и меню, и интерьер устарели, и заведение больше не заслуживает 3 звезд. После смерти Бокюза ресторан перешел в управление его семьи, и они решились на перемены. Затеяли реновацию стоимостью больше 3,5 миллионов евро, а еще поменяли шеф-кондитера и сомелье. Но от потери звезды это, как мы видим, их не спасло. Глава издательского департамента Мишлен Гвендаль Пуленик лично приехала в Auberge du Pont de Collonges, чтобы сообщить семье о решении редакции. И тут, друзья, началось. На всех медиаплощадках, опубликовавших новость, стали появляться едкие комментарии вроде «в шинах они лучше, чем в гастрономии». Шеф-повар Елисейского дворца Гийом Гомес заявил, что критики даже не удосужились оценить работу обновленной команды ресторана. Ну а известный французский кулинарный критик Пьер Коллигас назвал действия Мишлен пиар-акцией, мол, тиражи у них падают, и им нужна была сенсация. В своих социальных сетях на редакцию гида обрушились буквально все ведущие шефы Франции, но звезда, как мы понимаем, не вернулась, конечно же. Вообще же гид неоднократно обвиняли в предвзятости. В частности, его упрекали в том, что он отдает явное предпочтение французским шефам и французской кухне. Тут возражать трудно, ведь подавляющее большинство звездных ресторанов находится именно во Франции. Правда, по числу 3-звездных заведений лидирует японский Токио. Первый гид по этому городу был выпущен в 2008 году, и Токио сразу отобрал пальму первенства по количеству звезд у Парижа. Сейчас в Токио находится 12 заведений с 3 звездами, 54
104 с 2 и 160 с 1. В столице Франции звездами сегодня отмечены около 100 ресторанов. В Лионе 15. 12 из них имеют 1 звезду, еще 3 заведения 2 звезды. 3-звездных, к сожалению, больше нет. Букюс. 14 ресторанов Лиона отмечены веселым бибом, а 46 имеют тарелку Мишлен. Всего разного рода знаками отмечены 75 лионских заведений, и их полный список можно найти на сайте гида Мишлен. Теперь давайте поговорим о том, как Мишлен выбирает рестораны для включения в гид. Известно, что заведения тайно посещают инспекторы Мишлен, и для начала они проходят 6-месячное обучение, а затем некоторое время работают в паре с опытным ревизором. Место работы держится в строжайшей тайне, даже от близких родственников. По некоторым данным, сегодня в команде Мишлен работает около 70 инспекторов. Говорят, будто им приходится обойти от 35 до 50 тысяч ресторанов в год. Раз в месяц они сдают отчеты, в которых описывают свои впечатления от посещения того или иного ресторана. Кстати, попробовать устроиться инспектором может, в общем-то, любой желающий, но предпочтение отдается поварам, рестораторам и сомелье. И это информация от CNN. Полный список критериев оценки ресторана всегда держался в строжайшей тайне. Сотрудники редакции лишь скупо отмечали, что самым главным критерием для награждения ресторана звездами является кухня. Интерьер, атмосфера, обслуживание, сервировка, местоположение ресторана – все это вторично по отношению к качеству еды. Так вот, критерии отбора оставались тайной до тех пор, пока в 2003 году Реми Паскаль, работавший инспектором, не выпустил книгу под названием «L'inspecteur se met à table» – «Инспектор сидит за столом», в который приоткрыл кое-какие тайны своей работы. В частности, Реми рассказал, что во Франции с ним работали всего 5 инспекторов, и им требовалось обойти порядка 10 тысяч ресторанов в год. При этом зарплата была на уровне учителя начальной школы. За все эти откровения Реми был, конечно же, немедленно уволен, однако он успел дать нам всем важный совет – посещать рестораны с 1 или максимум 2 звездами, потому что, по его мнению, истинный талант шефа раскрывается в борьбе. Но, естественно, после всего этого скандала редакция гида сама приоткрыла секреты инспекции заведений. В частности, сообщалось, что ревизоры посещают заведения несколько раз. Столько, сколько нужно для вынесения объективного решения. Они фотографируют блюда и чеки, чтобы затем отчитаться в редакции. В объективе их внимания выбор продуктов, мастерство шефа и гармония вкусов. Как ревизоры выбирают ресторан, который достоин войти в мишленовский список? О, тут все еще проще. Они читают местную прессу, изучают отзывы на форумах, а еще просто просят совета знакомых и подслушивают чужие разговоры. Инспекторы приходят в ресторан несколько раз, в разное время и нередко берут в меню одну и ту же позицию. Так они проверяют стабильность качества еды. Им рекомендуется заказывать блюда, которые могут наиболее полно раскрыть мастерство шеф-повара, с нестандартной подачей, необычными ингредиентами и сложными способами приготовления. Поэтому супы и салаты ревизоры никогда не заказывают. Это вот на заметку тем, кто хочет их раскусить и вычислить. Сложно сказать, как так получилось, что звезда Мишлен стала заветной мечтой и целью жизни для множества шеф-поваров по всему миру. Но факт остается фактом. За звезды Мишлен дерутся, за них умирают. В 1996 году парижский шеф Алан Зик застрелился после того, как у его ресторана отобрали звезду. Похожая история случилась в 2003 с поваром Бернаром Луазо. 15 лет он мечтал получать 3 звезды Мишлен, и когда это наконец произошло, его целью стало их удержать. Однако в 2003 поползли слухи, что гид намерен лишить его заведения 3-й звездочки. Бернар Луазо не справился с волнением и свел счеты жизнью. Он так и не узнал, что слухи были ложными, и ресторан, носящий его имя еще несколько лет после его смерти, подтверждал свой высокий 3-звездочный статус. Кстати, Бернар Луазо стал прототипом повара Густо в замечательном и трогательном мультфильме «Рататуй», который, я уверена, многие из вас смотрели. В борьбе за мишленовские звезды шеф-повара работают по 16 часов. Они забывают поесть, поспать, живут в постоянном стрессе, нередко срываются на персонал. И все это делает потерю звезды очень обидной. Именитый шеф Гордон Рамзи, чей ресторан «Лондон» в Нью-Йорке потерял свои 2 звезды, он плакал как ребенок перед сотнями телекамер. А год назад повар Марк Рейер, чье заведение лишилось 1 из 3 звезд, подал в суд на гид. Он объявил, что инспекторы некомпетентны, и из-за их решения он полгода страдал от жесточайшей депрессии. Он требовал от гида объяснить решение и выплатить ему символическую компенсацию в 1 евро. Но суд встал на сторону гида.
У медали, как известно, две стороны. В то время как одни готовы расстаться с жизнью из-за мишленовской звезды, другие, наоборот, готовы на все, лишь бы от них отказаться. Известны случаи, когда шефы умоляли забрать у них звезду или вовсе закрывали свои заведения. Ведь награда заставляет держать планку, усердно работать, и далеко не все на это готовы. В 2018-м именитый повар Себастьян Брас попросил Мишлен лишить его ресторан 3 звезд, заявив, что больше не может жить в постоянном стрессе. Как ни странно, гид сжалился и исключил его ресторан «Ле Суке» из своей книги. Однако через год, в 2019-м, снова внес заведение в путеводитель с 2 звездами, дав повару понять, что прецедента не будет и исчезнуть из гида по собственному желанию нельзя. Шеф Хулио Биоско из Валенсии оказался хитрее. В 2013-м, чтобы избавиться от звезды, он убрал из меню дегустационный сет и заявил, что в его заведении больше не будет высокой мишленовской кухни. Некоторые шефы отказываются от звезд из-за жалоб клиентов. Так, бельгийский шеф Фредерик Доге объяснил свой отказ от звезды тем, что хочет готовить простую еду, вроде жареного цыпленка, а посетители идут на кулинарное шоу. Лондонский шеф Скай Джинджел заявила, что после появления звезды посетители ее ресторана стали жаловаться на отсутствие скатерти и простую сервировку. «Если однажды у меня будет еще один ресторан, я буду молиться, чтобы не получить звезду», заявила однажды Скай. Но, согласитесь, есть во всем этом доля лукавства, ведь наличие звезды Мишлен сразу увеличивает поток посетителей и позволяет ресторану поднять цены. Самый звездный мишленовский шеф Жоэль Робюшон, он, кстати, умер в 2018 году и за жизнь получил аж 31 звезду. Так вот, он уверял, когда ресторан получает 1 звезду, его оборот вырастает на 20%, 2 звезды – 40%. Ну а 3 звезды дают ресторану возможность зарабатывать вдвое больше, и эти расчеты подтверждает исследование, проведенное университетом Джорджа Вашингтона. Заведения с 1 звездой в среднем увеличивают цены на 15%, с 2 на 55%, ну а с 3 аж на 80%. Впрочем, есть и противоположные примеры. Скажем, шведский ресторан «Эсперанто», который неоднократно признавался лучшим в стране, попросту обанкротился. А все потому, что постоянные клиенты, собственно, местные жители, перестали туда ходить. Они испугались наплыва туристов, повышения цен и потери атмосферы в целом. При этом затраты владельцев ресторана выросли, ведь им потребовалось нанимать более квалифицированный персонал и вкладываться в его обучение. Но все это, конечно, происходит в роскошных и дорогих заведениях. А гид Мишлен, между тем, отмечает звездами не только традиционные рестораны, но и стритфуд. Все заведения такого плана находятся в Азии. Скажем, в 2017 году Мишлен, звездочку Мишлен, получила небольшая бангкокская лавка Джей Фай. Блюдо в ней готовит сама Джей, колоритная бабуля в лыжных очках и шапочке. Звезду она получила за омлет с крабом собственного изобретения. Несмотря на то, что простые блюда у нее стоят в 10 раз дороже, чем у конкурентов, от клиентов у нее нет отбоя, и они готовы стоять 7-часовую очередь, чтобы отведать знаменитый омлет Джей Фай. Не менее внушительная очередь собирается и перед сингапурским ресторанчиком под названием Гонконг Soy Sauce Chicken Rice and Noodle. Это самое дешевое заведение с мишленовской звездой. Обед в нем стоит порядка $3. К слову, самый дорогой мишленовский ресторан Sublimotion расположен на Ибице. 3-часовое кулинарное шоу, включающее дегустацию аж 20 блюд, обойдется вам почти в $2000. Ну и пара слов об эпик фейле, который гид допустил в 2017 году. Тогда путеводитель присудил звезду небольшой забегаловке Le Bouche-à-Oreille, которая расположена в провинциальном французском городке Бурж. А все дело в том, что редакторы перепутали маленькое брастери с пышным парижским рестораном, носящим тоже название. Через 2 дня редакторы исправили ошибку на сайте, но забегаловку в Бурже посетило рекордное количество гостей, а телефон просто дымился от звонков желающих забронировать столик. Я добавлю, что в гиде Мишлен никогда не появлялись российские рестораны или заведения с постсоветского пространства. Причин несколько. Ну, во-первых, наша кухня очень брутальная. Пельмехи с мазиком, борщ с пампушками. Французы не могут найти в этом изящества и изысканности. Во-вторых, мишленовский гид – это все-таки дорожный путеводитель, рассказывающий, где можно хорошо поесть по пути. А в России, как известно, с дорогами немножко беда. Поэтому и внутренний туризм не очень развит, да и до ближайшего ресторана можно все 600 километров ехать, наверное. К тому же в российских, особенно московских ресторанах, качество продуктов очень нестабильное. Едва какой-то эмбарго или запрет на импорт, им приходится переходить на отечественные аналоги, из-за чего блюда могут отличаться по вкусу, например, на обед и на ужин. Ну и сервис, конечно. Например, во Франции, чтобы устроиться официантом в приличное заведение, надо окончить либо École Hôtelier, это специальное учебное заведение, где готовят
специалистов в сфере обслуживания, либо СФА, это что-то вроде специального колледжа. Там учатся 2 года, проходят стажировку в ресторанах и отелях, словом, выходят оттуда настоящими специалистами. Но справедливости ради я замечу, что в 2007 году упоминание в гиде Мишлену достоился пражский ресторан «Ла Веранда», основанный украинцами Юрием Колесником и Савелием Липкиным. В общем, пора подвести итог. Звезда Мишлена – результат огромного и упорного труда, как шеф-повара, так и его команды. Звезду трудно получить и легко потерять, поэтому ресторан должен ежедневно трудиться, чтобы поддерживать свой высокий статус. А это значит, что мы, посетители, станем свидетелями невероятного кулинарного шоу, отведаем самые невообразимые блюда и, конечно же, запомним этот опыт очень надолго. Друзья, расскажите мне в комментариях, бывали ли вы уже в мишленовских ресторанах, где это было и какое блюдо запомнилось вам больше всего. Ну а если вы еще не были, напишите, какой мишленовский ресторан вы хотели бы посетить. Ну и готовы ли вы, собственно, выложить 100 евро за такой опыт. Также не забудьте поставить лайк, если видео вам понравилось, и помните, что ваша активность под этим видео помогает развитию канала. И ваши отклики – это самая ценная для меня благодарность за проделанную работу. Не забудьте, пожалуйста, нажать на кнопочку подписаться, чтобы мы с вами не потерялись на просторах Ютуба. Ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. Мы скоро с вами увидимся. Обнимаю вас крепко. Пока.